Помните свое детство? 80-е или самое начало 90-х? Симпатичных одноклассниц, тянущих руку, чтобы выйти к доске, и первые советские компьютеры. Например, вот такой. Или уже IBM совместимый типа Искра 1030. Такие компы я увидел только в институте. И первые игры. Wolfenstein 3D, Duna 2, Супер стратегия. Я в нее очень долго играл. Doom 2. Это была просто великолепная игра. Она в принципе и сейчас достаточно интересна. Если есть желание, можете пройти. Duke. Это было нечто. Оно меня просто впечатлило. Особенно это. Hail to the King, baby. Warcraft 2. Отличная была игра. С удовольствием прошел в свое время. Duna 2000. Тоже прекрасная игра. Тоже закончил. Command & Conquer Tiberian Sun. Прекрасная стратегия. Столько часов я на нее потратил. И Half-Life. Лучшая игра. Действительно лучший шутер всех времен и народов. Нихилан, чего он стоит. И я думаю, все помните, что в 90-е и в начале 2000-х мы могли приобрести игры только в качестве пираток. Ну, Half-Life на русском языке официально так и вообще не продавалась. Что я хочу вам показать? Я, думаю, вы сейчас видели, вставил диск в ту систему, которая была раньше, и открываю этот диск. На нем есть папочка инфо, в которой есть обзор игры. Давайте-ка мы его откроем и посмотрим, что тут написано. Название видно. Игры Half-Life. Полужизнь, полуигра. Давайте мы его прокрутим чуть ниже, и вы увидите то, что я вам хочу показать. Итак, то, что принято называть геймплеем. Наличествует однозначно на моем MMX 225 с Voodoo 2 и 64 мегабайт памяти тормозов практически не было, кроме места с первыми дракошками. Ну, дракошки это тентакл. В общем, я думаю, что эта фраза означает очень многое. И переходим к теме видео. Всем добра и благополучия. Итак, тема сегодняшнего видео, даже не знаю, как ее назвать, это проверка того, как раньше играли такие олды, как я, и, в общем-то, насколько это было оправдано считать, что ничего не тормозит, и игра идет, ну, просто великолепно, или там в отдельных местах подтормаживает. Ну, не буду долгое вступление говорить, поехали. Есть у меня процессор Intel Pentium MMX 166 МГц, как видите, в керамическом корпусе. И в общем-то я даже и не знал его возможности, но решил ради интереса запустить на шине 100 МГц и множители 2,5, то есть на тактовой частоте 250 МГц. Ну, помните, что было мною озвучено раньше? У человека с Voodoo 2 и процессором MMX 225, ну то есть 166, скорее всего, на шине 75, все было прекрасно. Давайте-ка посмотрим, как себя будет вести эта игра на тактовой частоте процессора 250 МГц с той же самой Voodoo 2 и в минимальном разрешении 640 на 480. Давайте-ка я продемонстрирую вам, что это действительно Intel Pentium MMX. Давайте запустим CPU-Z. И посмотрим, убедимся в этом. Я думаю, видно, что это Pentium MMX 250 МГц. Кэша второго уровня у него нет. Та же самая материнская плата, что и в прошлом видео. Ссылочку я на нее дам. И давайте теперь посмотрим на систему, на устройство. Видеоадаптеры. NVIDIA GeForce 3 Ti 200. Видеоустройство еще одно. 3DFX Voodoo 2. Ну, ESS 688 аудиодрайв в качестве звуковой карты. Она, кстати, наименее проблемная. И давайте перейдем к настройкам игры. Для этого давайте зайдем в папочку с игрой Half-Life. Так, я уже в ней. И посмотрим, что именно я сделал. Видите, здесь две папочки GLDRV. Так вот, версию
3DFX Mini-Gel 1.47 я поменял на ту, что было в комплекте с игрой, а именно 3DFX Mini-Gel 1.45. Это позволило в игре выбирать драйвер Mini-Gel. В прошлом видео этого не было. И возникали вопросы, почему так. Итак, запускаю игру и давайте посмотрим, что будет. Зайдем в конфигурацию, зайдем в графику, откроем режим графики. Как видите, стоит 3DFX Mini-Gel драйвер и разрешение 640 на 480. Напомню, процессор работает на тактовой частоте 250 МГц и на шине 100 МГц с нормальной быстрой памятью и памяти 512 МБ. В этом плане я ничего не менял. Давайте-ка загрузим игру и посмотрим, с какой скоростью Half-Life будет работать. Так, 13, 14, 12. Ну, не густо, если честно. Давайте дальше. Тут он 25, когда в стеночку смотришь. 11, 9, 10. Давайте пройдем дальше. Упало до 6. Ну, давайте попробуем проскочить мимо Гаргантюа. Так, 11 хитпоинтов осталось. Бежим. Ну, 15, 16, 20 иногда. Так, 19, 11, 12, 7, 9, 7, 8. Ну, в общем, вы видите, по современным меркам это не геймплей, а слайд-шоу. Так что, впрочем, о выводах поговорим чуть позднее. Ну, здесь до 8 кадров упало. Давайте-ка ради интереса поменяем в игре рендер. Так, заходим в режим графики, выберем стандартный, дефолтный, так сказать, драйвер и запустим эту же игру. Если вы не обратили внимания, то могу отметить, что второй основной, то есть видеокартой, в данном случае стоит не какая-то там видеокарта, а GeForce 3. Ну, я бы не сказал, что ситуация с запуском GeForce 3 как-то улучшила, разве что артефакты появились. Ну, давайте посмотрим, что будет дальше. На мой взгляд, ситуация даже похуже стала в сравнении с тем, что было на Voodoo 2. Средний FPS стал как бы менее стабильным. Ну, в принципе, и с этой видеокартой эту игру в разрешении 640 на 480 в принципе пройти можно. Хотя удовольствие, скажем так, по современным меркам полностью отсутствует. Ладненько, я думаю, пора заканчивать и переходить к следующей игре. А следующей игрой у нас является не что иное, как Quake 3. Это очень тяжелая игра по тем временам. Я думаю, вы видите, что драйвер стоит в Voodoo, разрешение 640 на 480. Давайте-ка запустим демку. Ну, для этого, как обычно, пишем TimeDemo 1 и выбираем демку из списка. Версия последняя, поэтому и демка последняя. Давайте посмотрим, что у нас будет происходить на экране. Напомню, с Intel Pentium MMX 250 МГц на шине 100 МГц. Ну, я думаю, заметно, что игра идет не очень быстро, поэтому я вас не стану утомлять, сразу перейду к результатам. Итак, результат в нашей игре составил 11 кадров в секунду. Не густо, я вам скажу, не густо. 11 кадров в секунду на Pentium 250 MMX. Давайте поменяем драйвер на стандартный и посмотрим, что у нас получится. Драйвер стандартный. Запускаем демку. Ну, естественно, принять настройки, потом запустить демку. Запускаем. Поехали. Итак, здесь, в общем-то, я тоже оставил только итоговый результат. Ну, здесь субъективно тормозит даже больше, чем на предыдущей видеокарте. В принципе, это и понятно. Драйвер более продвинутый, настроек у него чуть больше, чем у простой Voodoo. Ну, ладно, давайте посмотрим на результаты. 11,1
0,1 FPS. Ну, это, мягко говоря, неиграбельно. Ладно, давайте перейдем к следующей игре. Следующая игра у нас будет Need for Speed Hot Pursuit. Ну, Need for Speed 5. Закроем свойства экрана и давайте дождемся, когда игра запустится. Итак, игра запустилась. Давайте попробуем поучаствовать в какой-нибудь гоночке. Продолжаем, как обычно. Смотрим настройки. Настройки, я сразу говорю, в сравнении с тем, что было при процессоре MDK6 2550, изменил в меньшую сторону. Давайте перейдем в режим графика. Ну, точнее, в настройки графики. Как видите, я выставляю настройки 640 на 480. То, что стоит максимум 800, это говорит о том, что игра будет работать на Voodoo 2. Ну, то есть с драйвером 3DFX. Ладно, жмем Race. Хотя, давайте сначала машину выберем. И режим гонки. Так, режим гонки быстрый заезд. Давайте машину выберем. Это у нас будет точно та же 911 Turbo 3.6 Капури. Синий цвет. Ладно, жмем Race, поехали. Итак, загрузку я тут немножко отрезал, конечно, чтобы вам на это все дело не смотреть. Часть оставил, часть ушло. Уже осталось чуть-чуть. Ну, давай, стартуй. Я уже, честно говоря, сам устал ждать. Ладно, стартанули. Сейчас будет отсчет. 3, 2, 1. Поехали! Ну, как вам сказать? Я, честно, субъективно так, наверное, ну, кадров 5-4 кадра, наверное, вот так вот в секунду вижу. Ну, не знаю, как можно было бы кому-то пройти эту гонку, но лично я с таким FPS играть просто тупо не смог, так что уж извините. На этом мы и заканчиваем тестирование этой игры. Ну что, выходим в систему? Да, конечно, выходим в систему. Что тут мучиться-то дальше? Давайте-ка заменим процессор Pentium MMX на то, что стояло в прошлом видео, а именно на AMD K6 II Plus. И посмотрим, насколько система, ну, в данном случае компьютерная система, стала работать быстрее. Ну что, устанавливаем кулер. Ну, весь процесс я не покажу. Поехали. Опять Half-Life. Те же самые настройки. Собственно говоря, OpenGL 3DFX mini драйвер 640 на 480. Жмем. Ну, сначала загружаем игру, а потом жмем ОК. Так. Ну что сказать. Я думаю, видно, что количество кадров заметно выше. 21, 22, 30. Здесь стеночку упираешься уже 40. Здесь количество кадров до 6 уже не падает. Но я думаю, заметно, что игра, хотя и не идеально, но все-таки идет гораздо бодрее. Давайте посмотрим, что у нас будет с Quake 3. Тоже настройки те же самые. Voodoo 640 на 480. Запускаем демку. Стандартно пишем TimeDemo 1. Ну, как это не показать, сами же понимаете. Это ж чуть ли не самое главное. Ладно, жмем play и смотрим на результат. Сразу говорю, что я вырезал кусок теста, потому что это бессмысленно. Просто посмотрим, что у нас получилось. Итак, 27,4 кадра в секунду. Переходим к заключению. Но что сказать по итогам видео? Я думаю, вы все видели, и, на мой взгляд, выводы тут однозначные. Во-первых, следует отметить, что Intel Pentium MMX на тактовой частоте 250 МГц, да еще и на шине 100, практически вдвое проигрывает AMD K6 II Plus на тактовой частоте 550 МГц. То есть в те годы замена старого Intel Pentium MMX на новый AMD K6 II, K6 II Plus действительно имела серьезное такое последствие, потому что скорость в играх возрастала практически вдвое. Это первое. Второе, что я хочу отметить. Те игры, в которые играли мы в молодости, те игры, которые
обозревали обзорчики. К сожалению, я не знаю, как фамилия автора той статьи, которую я вначале вам показывал. Но по тем меркам FPS в количестве 10, 15, 20 кадров считался не то что приемлемым, а считался просто великолепным. И люди с таким FPS прекрасно проходили игры. Поэтому те наши воспоминания из молодости, когда мы помним, что прекрасно шла Half-Life на нашем каком-нибудь Pentium MMX 225 МГц, как в общем-то пишет автор, или там AMD 6 350 МГц, это действительно тогда, в те годы, считалось прохождением игры в отличном виде. Так что, я думаю, вы все видели. Всем удачи, всем до свидания, всем хорошего настроения. До встречи!